БНР была першым сведчаннем того, што мы сталі нацыяй і дараслі да стварэння ўласнай дзяржавы. Кожны жыхар нашай краіны атрымаў упершыню ў гісторыі грамадзянскія правы. Таму 25 сакавіка беларусы святкуюць Дзень волі. Летом 2020-го мы вышли, чтобы быть услышанными. И нас услышал весь мир. Но главное, мы услышали друг друга. И вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить. Ведь если мы остановимся, они запомнят, что с нами можно говорить только издевательствами, дубинами и лагерями. В результате День воли получился ярким и партизанским. Студенты вывешивали флаги из окон вузов. Согласно призывам, прогулки в городах были не настолько очевидными, чтобы провоцировать больше задержаний, но и без них, увы, не обошлось. Грустный итог праздника – почти 250 задержанных в 23 городах страны. Минут 10 назад забрали человека в автозак, а уже с автозака вывели в скорую. Я выхожу! А что задержали сегодня? Перевоз печатной продукции. Какой печатной продукции? Питерский вестник, по-моему. Знаете, что предусмотрена ответственность за распространение этих газет административная? За распространение печатной продукции. Стоите ли вы в закрытых деструктивных группах Telegram, если да, то каких? Являетесь ли вы владельцем закрытой деструктивной Telegram-группы, назва не придумана? Что обсуждается в данной группе? Зачем вам моя личная информация? Я не могу понять, это моя частная жизнь. Пад затрыманні каля сталічнай плошчы Бангалор трапілі і журналісты. Спачатку стала вядома, што ў аўтазак завялі рэдактарак парталу Тутбай Ганну Калтыгіну і Галіну Уласік. Пазней з'явілася інфармацыя пра затрыманне каля Бангалору галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Ягора Мартиновича і фатографа Надзеі Бужан. Іхны аўтамабіль спыніла ДАІ. Там жа затрымалі рэпарцёрку нашай Нівы Кацярыну Карпіцкую. Сёння ў Беларусі 13 журналістаў застаюцца ў няволі паводле крымінальных справаў. Сярод іх аператарка Белсату Дар'я Чульцова і журналістка Кацярына Андрэева, асуджаная на 2 гады калоніі за вядзенне жывога рэпартажу з разгону пратэстаў на плошчы Пераменаў. У жодзінскай турме Кацярыну паставілі на прафілактычны ўлік як асобу, схільную да экстрэмізму і іншых дэструктыўных дзеянняў. А ва ўліковай картцы напісалі слова «змагарка». А мы отразили свою нацию в 91 году, и вот уже столько лет прошло, и у нас самостоятельности нема. Наши... Почему? Ну, Беларусь же независимое государство. Мы незалежные под кіраўніцтвом Червоной Москвы. В стране продолжается антипольская кампания, в рамках которой с преследованиями столкнулись активисты Союза поляков Беларуси. Аресты, обыски и проверки в образовательных центрах продолжаются. Более того, появилось еще и уголовное дело за разжигание национальной розни. Главу Союза поляков на днях осудили на 15 суток за организацию праздника Козюки, на что Польша отреагировала молниеносно. Судье, что вынес приговор, бессрочно запретили въезд в страну, а правительство выступило с предложением о введении новых санкций против режима, причем совместных с Латвией и Литвой. Если у вас на предприятии уже есть независимые профсоюзы, вступайте в них. Помогайте друг другу, готовьтесь ко всеобщей стачке, чтобы сделать решающий шаг в будущее. Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, уже спокон веков.